Перевод. Йоги, выполняющие эти дыхательные упражнения, очень быстро избавляются от всех беспокойств в уме, подобно тому, как золото, помещенное в огонь, раздуваемый воздухом, быстро очищается от всех примесей. Комментарий. О необходимости очищения ума говорил также Господь Чайтанья, призывая людей повторять мантру Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Парам Виджайте. Слава, слава Санкиртане Шри Кришны. Он прославляет повторение святых имен Кришны, потому что тот, кто повторяет и поет святые имена, очень быстро очищает свой ум. Четадарбанамарджанам, повторяя святое имя Кришны, человек очищает ум от скопившейся в нем грязи. Ум можно очистить, либо выполняя дыхательные упражнения, либо повторяя святые имена Господа, подобно тому, как золото очищают, поместив его в огонь, раздуваемый мехами. Apitam jena bhutale Rayam rupa kadamaya dadati swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Saganadaganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Dvandu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Stute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Taruvascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the yoga system is how to control the mind. Итак, система йоги заключается в том, чтобы контролировать ум. Mind is our best friend or our worst enemy. Наш ум может быть нашим лучшим другом или нашим злейшим врагом. This is explained in the 6th chapter of the Bhagavad Gita. Это объясняется в 6 главе Бхагавад-гиты, Where the yoga system is also described. Где также описывается система йоги. But at the end of that chapter, Krishna says the best yogi is one who is always thinking of me. Но в конце этой главы Кришна говорит, что лучший из йогов — это тот, кто постоянно думает о нем, Engaged in my service. занимаясь служением ему, Кришне. So without understanding that, just to have a pacified mind, but then what are you supposed to do? Но если мы это не поймем, вот этот конечный вывод, если у нас будет просто умиротворенный ум, что мы будем делать с этим умом? What is our positive activity? Какова наша позитивная деятельность в этом состоянии? That's given there, that we have to engage in Krishna's service. И вот ответ таков, что мы должны заняться служением Кришне. Difficult with the yogis, the difficulty is that they may even see the Paramatma, but then they falsely think that they're the Paramatma. Проблема в йогах в том, что они могут даже увидеть Параматму, но по заблуждению они могут посчитать, что именно они и являются Параматмой. Of course, in this age, even that's not very practical. Но даже в этот век, даже эта практика, она не очень работает. But the danger is there. Но опасность есть. That instead of seeing that there are two birds on the tree, Atma and Paramatma, one can mistakenly think, I'm the Paramatma. В том, что вместо того, чтобы видеть две птицы на ветке дерева, Атму и Параматму, человек может посчитать, что я и есть Параматма. Therefore, we don't go to this system of breath control. Поэтому мы не следуем этой системе контроля дыхания. We can control our mind by this Mahamantra. Mantra means release from the mind. Мы можем контролировать ум с помощью маха-мантры. Мантра значит освобождение ума. Mind is the sixth sense. Ум — это шестое чувство. So naturally it's inclined to the other senses.
И естественным образом оно следует другим чувствам. The eyes will say, "Oh, go see this beautiful person. Как глаза смотрят и видят, что посмотри, какой прекрасный, красивый Go see человек. this naked woman." Да, иди посмотри, какая там прекрасная обнаженная девушка. The ears will say, "Oh, go to the discotheque or some." Уши слушают и думают о том, что надо пойти на дискотеку и так далее, слушать звуки Tongue will какие-то. say, "Go to get the fried chicken." Язык говорит, иди и съешь жареную курицу. And the mind will say, "Why not?" А ум говорит, почему бы и нет? Therefore, intelligence is required. Поэтому необходим разум. Mind is generally weak. Обычно наш ум слаб. But if intelligence is there, then the mind can become strong. Но если у нас есть разум, то ум может стать сильным. So real intelligence means you have to understand who you are. И истинный разум заключается в том, чтобы понять, кто мы на самом деле. Otherwise, intelligence acting on the bodily platform, mental platform, that won't help us. В противном случае разум, который действует на телесном, на умственном уровне, не поможет нам, такой разум. There's so many intelligent people, but they don't know who they are. Есть столько много разумных людей, но они не знают, кто они на самом деле. Just like if you go to the insane asylum, if somebody is thinking that he's Napoleon, then you understand he's crazy. Как если вы пойдете, например, в психбольницу и там видите, что есть какой-то человек, который говорит, что он Наполеон, вы поймете, что это сумасшедший человек. But here in the material world, everybody's thinking, I'm Russian, I'm Ukrainian, I'm American, I'm Indian. Но здесь в материальном мире каждый считает, что я русский, я американец, я индус и так далее. And they're so convinced of that they're ready to kill each other, a slight provocation. И они настолько убеждены в этом, что готовы убить друг друга по малейшей провокации, которая возникает. Therefore, first teaching of Bhagavad Gita is that we're not this body. Поэтому первое наставление Бхагавад-гиты — это то, что мы не тело. Krishna dedicates 20 verses or more on this point. Кришна посвящает этому моменту больше 20 стихов in the second chapter. во второй главе Бхагавад-гиты. He tries to help us understand from every angle. Он пытается объяснить нам это со всех точек зрения. And we're not this mind. Что мы не ум. And we're not this intelligence either. И мы также и не разум. But intelligence is valuable if it's acting on behalf of the soul, who we are. Но разум, он становится ценным, если он действует в соответствии с истинным положением души. Real intelligence means acting on the constitutional position. Истинный разум значит действовать в соответствии со своим конституциональным положением. Just like the hand is acting on behalf of the whole body. Как рука действует ради блага всего тела. So the particle, mama vamsa jiva loke, we're the particle of Krishna. If we act for the pleasure of Krishna, then that's proper use of intelligence and mind and body. Мама и Вамша Дживалоке, мы частичка Кришны, и если мы будем действовать ради блага Кришны, то это будет истинное использование тела, ума и разума. Then we have to find out what Krishna wants. И тогда нам надо понять, а что же хочет Кришна. So we have three authorities. We have Guru, Sadhu, Shastra. И у нас есть три источника. Это Гуру, Садху и Шастры, что Actually, понять. Shastra is the center. На самом деле Шастры являются центром. We should ascertain who is Guru, who is Sadhu, on the strength of Shastra. Мы определяем качество Гуру и качество Садху на основе Шастр. Therefore, Prabhupada was very much concerned that his books be published and distributed. Поэтому Шрила Прабхупада, он постоянно подчеркивал, что его книги надо печатать и распространять. Because even if the movement is stopped somehow, the books will be there again. It can start. Потому что если каким-то образом движение даже остановится, то книги останутся, и потом опять оно начнется. So we want to understand what the Shastra says. Поэтому мы хотим понять, что говорят шастры. Like nectar of instruction, it describes in verse 1 what is the qualification of guru. Как, к примеру, в нектаре наставления в первом стихе объясняется, какова квалификация гуру. First qualification, guru has to be controlled in his senses. Первое качество гуру это то, что он должен контролировать свои чувства. Vaga, there are 6 pushing urges that disturb us. Веги, вот эти вот 6 побуждений, импульсов, которые приносят нам беспокойство. What's the Sanskrit word? Vaga? Вега. Vega.
So the first vega is the mind. И первая вега, вот этот импульс, это ум. Therefore, the yogis, they try to pacify their mind. Поэтому йоги пытаются успокоить свой ум. Then the anger. И затем гнев. Then the talking. И затем побуждение речи. If we just talk nonsense, we can't be guru. Если мы говорим просто какие-то глупости, мы не можем стать гуру. Prajalpa, we have to speak Krishna Katha. Вместо праджалпы мы должны говорить Кришна Катху. Then the tongue for tasting. И затем язык, он испытывает, с помощью языка можно испытывать вкус. So we should eat taste the food offered to Krishna. И поэтому мы должны испытывать вкус пищи, которая предложена Кришне. Then the belly. И затем желудок. Belly will say, "Oh, more." И желудок будет нам говорить: давай еще. We see, especially in America. Мы видим это в особенности в Америке. They say 2/3 of the people are overweight. Как 2/3 людей там, они слишком, у них избыточный вес. So fat. Такие толстые. Belly says, "That's enough, but no, more." Желудок говорит: ну хватит, но мы говорим: нет, еще. And then genital. И затем гениталии. Everyone knows that that's a struggle. А у каждого есть проблемы с этим. So guru has to be controlled in these things. И поэтому гуру должен контролировать все эти вещи. Then we find a bona fide guru. He can help us in our progress. Если мы найдем такого истинного гуру, он сможет нам помочь в нашей практике. So we're fortunate in ISKCON because everyone has relationship with Srila Prabhupada. И в ИСККОН мы очень удачливы, потому что у каждого из нас есть отношения со Шрилой Прабхупадой. He is Shiksha Guru for the next 10,000 years. Он является Шикша-гуру на последующие 10 тысяч лет. He is especially empowered to communicate with us. Он в особенности уполномочен, чтобы таким образом действовать, помогать нам. Generally, Guru is concerned about his disciples. Обычно гуру заботится о своих учениках. So next generation, he doesn't concern himself with them. И он уже не распространяет свою заботу о последующем поколении учеников. But Prabhupada is ready to reciprocate with anyone. Но Прабхупада готов отвечать взаимностью каждому. So many people have had communication from Prabhupada. Столько много людей, они обретали связь с Прабхупадой. One boy here, I remember 5-6 years ago, I asked, how many of you had dreams of Prabhupada? Как я помню, 5 или 6 лет тому назад я спросил, у кого из вас были сны, когда Шрила Прабхупада приходил к вам во снах? So many people raised their hands. И много-много людей подняли I руки. asked one devotee, what was your dream of Prabhupada? Я спросил одного преданного, что тебе приснилось о Шриле Прабхупаде? He said, well, I was a disciple of Harikesh, but Harikesh fell down. And I was thinking, how is it possible for me to be Krishna conscious? И он рассказал, поделился о том, что он был учеником Харикеши, потом этот Харикеши-гуру, он упал. Я думал о том, как же я могу вообще продолжать практику сознания Кришны. He was so much more advanced than me. He couldn't be Krishna conscious. How can I be Krishna conscious? Как мой гуру Харикеши, он был настолько более возвышен, чем я, и он не смог стать сознающим Кришны. Что же меня-то вообще? So he said, in that mood, I took rest. И он сказал, что в таком состоянии он заснул и чувствовал себя полностью безнадежным. И затем к нему во сне пришел Шрила Прабхупада. И он сказал, почему ты считаешь себя безнадежным? Я здесь. И он проснулся. Вау, Прабхупада ко мне пришел. И после этого он стал хорошим преданным. Prabhupada is ready. If you sincerely want his help, he is ready to help you. И Прабхупада, если вы искренне просите его о помощи, он готов помочь вам. Otherwise, we are all expected to be initiated by Diksha Guru. И также мы все должны получить посвящение у Дикши Гуру. Diksha Guru can certainly help you. И Дикши Гуру, конечно же, поможет вам. Sadhus can also help you. И садху тоже могут вам помочь. So Guru Sadhu Shastra, then we can gradually come out of this labyrinth. И если у нас есть гуру, садху и шастры, то мы сможем постепенно выбраться из этого лабиринта. Otherwise, Prabhupada says, like fish caught by a net, they have no way to come out. В противном случае, как Прабхупада приводит пример рыбы, которая попала в сети, у нее нет шансов вырваться из сетей. Bhaktivinoda describes, sometimes floating and sometimes sinking in this ocean of illusion. Как Бхактивиданта он говорит о том, что иногда она всплывает, иногда она опять погружается в этот океан иллюзий. But you can't get out of the ocean unless you get mercy.
Но мы не можем вырваться из этого океана, пока мы не получим милость. Krishna's mercy. Милость Кришны. So the best way to get Krishna's mercy is get the mercy of Krishna's devotee. И самый лучший способ получить милость Кришны — это получить милость преданного Кришны. Because Krishna is Bhaktavatsal, he's very inclined to his devotee. Потому что Кришна является Бхактаватсала, он очень любит своих преданных. So he wants to glorify his devotee. Он хочет прославлять своих преданных, Just like Srila Prabhupada. как Шрила Прабхупада. He should be the most famous person in the world. Он должен стать самым знаменитым человеком во всем мире. So that's our job. И в этом наша задача. We can please Krishna by glorifying Prabhupada. Мы можем доставить удовольствие Кришне, прославляя Шрилу Прабхупаду, So that this movement will be able to make a change in the direction of the world. так, чтобы это движение смогло изменить направление движения всего We мира. see how the world is not in good position. Мы можем видеть все проблемы, которые происходят в этом мире. Kali Yuga, there's so much more violence, more disruption. В Кали-югу еще больше будет проблем, еще больше будет насилия. But if people begin to recognize Prabhupada and get to know him through his books and his followers, then we can make a change in the world. Но если люди признают важность Шрилы Прабхупады, если они познакомятся с ним через его книги, через его последователей, тогда мы сможем изменить этот мир. Prabhupada was always thinking about that. Прабхупада всегда об этом думал. He wanted to change the world. Он хотел изменить весь мир. So everything is favorable. И все благоприятно. But our service is to introduce Srila Prabhupada first. Но наше служение — это в том, чтобы вначале рассказать о Шриле Прабхупаде. He's our prophet or Messiah. Он наш пророк, он наш Мессия. He certainly on the level of Christ or Muhammad. Несомненно, он находится на уровне Иисуса Христа и Мухаммеда. Even more because the philosophy is so complete. Даже выше этого, потому что философия, которую он проповедовал, она полная, более полная. So, if we assist Krishna in glorifying Srila Prabhupada, then Krishna will be very pleased with us. Если мы будем помогать Кришне в том, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду, то Кришна будет доволен нами. Of course, in order to do that properly, we have to practice, we have to follow. Но, конечно же, чтобы быть способным это сделать, мы должны сами следовать наставлениям Прабхупады, сами практиковать сознание Кришны. Spiritual life is running on two tracks. Духовная жизнь, она движется по двум рельсам, Like the train is running on two подобно tracks. тому, как поезд едет на двух рельсах. One is achar or practice, and the other is prachar or preaching. Первое — это ачар, личная практика, и второе рельс — это прачар, проповедь. Once his devotee in Vrindavan, in Prabhupada's time, he was a problem for the management. Однажды один преданный во времена Прабхупады во Вриндаване, у него были проблемы с менеджментом, руководством. Because he didn't want to do any service, he just wanted to read Prabhupada's books. Потому что он не хотел совершать никакого служения, хотел просто читать книги Шрилы Прабхупады. So the managers came and said, Prabhupada, this person won't do any practical service. И менеджеры пришли к Шриле Прабхупаде и сказали, что Прабхупада, вот этот человек, он никакого служения не совершает. So Prabhupada said, okay, let me speak to him. И Прабхупада сказал, хорошо, давай я с ним поговорю. Then he came, Prabhupada, I really like to read your books. И он пришел к Прабхупаде и сказал, что Прабхупада, мне очень нравится читать ваши книги. So Prabhupada said, that's good. И Прабхупада сказал, это хорошо. But every day you read my books, but at 4 o'clock you come down in the temple room, make a little seat like this, and you preach to people. И затем Прабхупада сказал, что но каждый день ты должен спускаться вниз в алтарную комнату в 4 часа, ставить маленький столик, садиться там и проповедовать людям. So you can read, but then what is the use if you don't explain to others what you've read? Ты можешь читать, конечно, но какой смысл в этом, если ты не можешь объяснить это другим людям, то, что ты сам прочитал? So this is the principle. We have to practice and then we preach. Таков принцип, нужно сами практиковать и затем проповедовать. If we're practicing nicely, we'll want to preach. Если мы хорошо практикуем сами, то мы захотим проповедовать. Because we'll feel enlivened by this process. Потому что мы почувствуем, что этот процесс вдыхает в нас жизнь. So then our spiritual growth will be there and we can benefit others. Тогда мы сами будем духовно расти, и мы принесем благо другим. So take this process very seriously. Поэтому примите этот процесс очень серьезно. Control your mind. Контролируйте свой ум. And your mind becomes your friend. И ум станет вашим другом. Then success is there. И тогда вы обретете успех. Any questions? Есть какие-то вопросы? My God.
Громче, пожалуйста. Вы сказали, что Шрила Прабхупада, каждый может развиться в отношении Шрила Прабхупады. Вчера на лекции Сарабхи Прабху говорил, что Шрила Прабхупада это очень необычная личность. Можете рассказать тоже про Шрила Прабхупада, его качество, что значит медитировать на Шрила Прабхупада? You mentioned that Srila Prabhupada, he is an unusual person, a great person, and yesterday he says in class, I also mentioned that Prabhupada is very, very special. So can you please speak about what was special in Srila Prabhupada? The specialty is that he was empowered to create this international society. Особенное качество Шрилы Прабхупады было в том, что он был уполномочен создать это международное общество. Ordinary man, even ordinary guru cannot do that. Обычный человек, и даже обычный гуру не способен был бы это сделать. He opened the society in 1966. Он приехал, он открыл это общество, он основал это общество в 1966 году. And he left his body in 1977. И оставил тело в 1977 году. For 11 years, he opened centers all over the world. В течение 11 лет он открыл центры по всему миру. Like I'm struggling to open a center in one little city in America. Как я с огромным трудом пытаюсь открыть храм в одном маленьком городке в Америке. И в конце концов, через 10 лет мы купили какую-то собственность и там построили маленький храм. Но Прабхупада за 10 лет распространил это все по всему миру. Plus all the books he wrote. И плюс все книги, которые он написал. During the day, he was managing, dealing with devotees. In the middle of the night, he's writing all these books. В течение дня он управлял, он общался с преданными, а ночью писал книги. And he's given us everything that we can go on. И он дал нам все, чтобы мы могли продолжать. And it is going on. И все продолжается. In other words, it wasn't just built on Prabhupada's charisma. Другими словами, это не было основано только на харизме Шрилы Прабхупады. Sometimes someone has some charisma and people want to follow, but as soon as he leaves the planet, then the followers, they disperse. Как иногда происходит, что у человека есть какая-то харизма, люди вдохновляются его качествами, хотят ему следовать, но когда он уходит с мира, из этого мира, то все останавливается. But Prabhupada made a system that would continue nicely after he left the planet. Прабхупада сумел создать систему, которая продолжает работать даже после его ухода с этого мира. That's a very difficult thing to do. Это очень сложная задача. Because people they love you, but they like even in Prabhupada's time, some devotees said, Prabhupada, we love you, but we don't like ISKCON. Как люди могут любить нас, например, вот во времена Шрилы Прабхупады, некоторые преданные говорили, что Прабхупада, мы любим вас, но вот ISKCON мы не любим. They said like that. Они вот так вот говорили. Guru Kripa and Yasodhana. Гуру Крипа и еще там один. Prabhupada said, oh, you love me, but you don't love ISKCON. И Прабхупада сказал, о, вы меня любите, а ISKCON не любите? But ISKCON is my body. Но ISKCON это мое тело. So he didn't approve of that. И он не одобрил их But it's настроение. natural. Но это естественно. Because we're dealing with Prabhupada and he's so kind and so intelligent and he deals with us perfectly, then he leaves the planet, we have to deal with the Джи-би-си and this person. They're not the same. Это естественно, потому что мы общались с Шрилой Прабхупадой, мы видели, насколько он добр, насколько он был умел, искусен во всем. И затем он ушел с этого мира, и нам сейчас необходимо иметь дело, взаимодействовать с Джи-би-си. Это естественно. But Prabhupada's conception is going on. Мы можем видеть то, что концепции, которые вложила Шрила Прабхупада, они продолжают развиваться. Some people lost faith, they left. И некоторые люди, они утратили веру, они ушли. But those who remain loyal to him, they see that now this movement is spreading like anything. Но те люди, которые остались верными Шриле Прабхупаде, они видят то, что это движение распространяется все шире и шире. I just came from Kaliningrad. Я только что приехал из Калининграда. Kaliningrad. And they don't even have a temple. Там даже храма нету. But devotees are so enthusiastic. Но преданные такие энтузиастичные. I think Chaitanya Nitai has to go back there. Я думаю, что Чайтанья Нитае нужно туда вернуться обратно. And open a center. И открыть там центр. Bring some brahmacharis. Привезти с собой еще брамачари. There's no brahmacharis. Там брамачари нету.
Mostly ladies. В основном матаджи. But they're so enthusiastic. Но они такие энтузиастичные. It was like very enlivening. Очень вдохновляет. Now there's some good men too. Ну это да, тоже это хорошо. But they don't have a proper temple. Но у них нету хорошего But my храма. point is, this movement is spreading. Even we don't even pay attention. It's spreading. It's just going. То, что я хочу подчеркнуть, это то, что движение, оно уже распространяется, даже если не мы вкладываем в это свое внимание и усилия. You open a temple there, I'll come twice a year. Если вы там откроете храм, я буду туда приезжать 2 раза в год. Next question, Ewa? Еще следующий вопрос есть? Мы повторяем жапы, иногда внимательны, иногда невнимательны. И что делать, чтобы быть внимательным при повторении? Да? Так? When we chant our japa, sometimes we are attentive, sometimes not attentive. So what shall we do in order to be able to be attentive all the time? We have to listen very carefully. Нужно очень внимательно слушать. I tell this story how in 1969 my service was to give Srila Prabhupada massage in London. Я рассказываю вот эту историю о том, как в 1969 году моим служением было в Лондоне делать массаж Шри Прабхупаде. So I would come at 11 o'clock in the morning. Утром в 11 часов утра я приходил туда. So one morning I came, but Prabhupada was still busy writing letters. И я пришел вот в комнату Шри Прабхупады, но он был еще занят, он писал He письма. was writing so many letters that he had to write by hand. Он очень много писем писал разным преданным, и ему надо было вручную писать это At все. least in those days. Ну, по крайней мере, в те годы, в So he said, 69 just году. wait, and I'll finish this letter. И он сказал мне, ты подожди немножко, я сейчас закончу это письмо. So I was sitting, И я сидел перед ним, and naturally I was chanting. и естественным образом я начал повторять. So after a few minutes, Prabhupada stopped and looked at me. И через несколько минут Прабхупада остановился, посмотрел на меня He said, "Do you listen when you chant?" и спросил, а ты вообще слушаешь, что ты повторяешь? So I became defensive, and I was thinking, of course I listen. И я начал так защищаться. Ну, конечно, я слушаю. But before I could speak, Prabhupada read my mind. Но до того, как я успел это сказать, Прабхупада прочитал мой ум. He said, "I know you listen, И он сказал, что я знаю, что ты слушаешь, but you have to listen very carefully, но ты должен слушать очень внимательно. because this chanting is the whole essence of our philosophy." Потому что это воспевание, повторение мантры, это самая суть нашей философии. Shri Prabhupada ki. So listen carefully. Поэтому очень внимательно слушайте. То есть мы можем по-разному соприкоснуться с святое имя прасад, и можно ли поставить знак равенства между святым именем и прасадом, потому что мы можем видеть, что Госвами Вриндавана, они отказывались от прасада ради повторения святого имени. They would give up. Yeah. No, they didn't give up. They just minimized it. Не то, что они совсем отказывались от прасада, они просто уменьшали количество пищи. Prabhupada wanted prasadam distribution. Прабхупада хотел, чтобы распространяли прасад. Sometimes Tamal Krishna Maharaj asked Prabhupada, but distributing prasadam is costing us money, whether the temple can afford it or not.
как однажды Гопал Кришна Махарадж сказал, Прабхупада, вот распространение прасада это очень дорого. Я не думаю, что наш храм может позволить себе это. But Prabhupada said, if you can afford, then you can do. Но Прабхупада сказал, ну, если вы можете позволить себе распространять прасад, то это надо делать. It takes a long time, but simply by eating prasadam, gradually they'll come to become Krishna conscious. Он сказал, что, конечно же, на это потребуется много времени, но постепенно, если человек будет есть прасад, он придет к осознанию Кришны. So naturally, we emphasize the kirtan and И, конечно же, мы подчеркиваем киртан. and he liked that when prasadam was being distributed, the kirtan was going on. И Прабхупаде очень нравилось, что когда распространяли прасад, чтобы тоже вот в это время проходил киртан. We do that in Warsaw. Once a week they have prasadam distribution in a very crowded place, and the kirtan is there. Мы раз в неделю вот это делаем в Варшаве, там есть такое очень оживленное место, и мы там раздаем прасад, и в это же время проходит киртан. So we should do both. Поэтому нам нужно делать и то, и другое. Next question. Следующий вопрос. Oh, I know him. Вас я знаю. Можете дать какие-то практические советы того, как контролировать ум, когда он нас атакует? Can you give us some practical advices how to control our mind when it attacks us? Yeah, use our intelligence. Да, используйте разум. Mind is sometimes compared to like a 2-3-year-old child. Иногда ум сравнивают с 2-3-летним ребенком. We were coming on a train, and this lady had a child who was so much trouble for her. Вот однажды ехали в поезде, и там была женщина с ребенком, и этот мальчик, он столько беспокойства им причинял. Child was nice, but it was always bothering mother. Ну, ребенок-то хороший, но он постоянно беспокоил свою мать. Mama, what is this? Mama. It was just, and the poor lady was trying her best, but you could see it was a struggle for her. И он говорил, мама, а это что, а это что? И бедная женщина, она пыталась как-то его успокоить, но у нее видно было, что ей очень тяжело. So, if the father is there, then it's easier. И если отец рядом, то это проще. At that age, it requires two people to take care of one child. И вот здесь вот в нашу эпоху надо 2 человека, чтобы одного ребенка успокоить. So, father, you can say, is like the intelligence. И вот можно сравнить отца с разумом. So sometimes the strong word is required И поэтому иногда нужно, чтобы он так строго сказал, to bring the child to his senses. чтобы привести ребенка в чувство. Prabhupada said that once one of his daughter had a, you can say, compulsion to clean, to always be cleaning. Как однажды у одного из его дочерей, у нее была как такая мания буквально, что она постоянно все убирала. So she was taking water and throwing it into the socket where the plugs go, so she could clean inside there. То есть она буквально в воду, она внутри розетки хотела там все убирать, чтобы чисто было. So Prabhupada said, if you don't stop, I'm going to kill you. И Прабхупада сказал, что если ты не прекратишь это делать, я тебя просто убью. So, of course Prabhupada wouldn't kill her, but just like the snake, sometimes we have to show our hood. Ну, конечно, Прабхупада не убил бы ее, но как иногда змея, ей нужно показать раздуть свой капюшон, чтобы напугать. The snake who approached Narada Muni, and Narada Muni accepted him, but he told him, you can't bite anymore. И как змея, она приняла прибежище у Нарада Муни, стала его учеником, и Нарада Муни сказал, что теперь тебе нельзя никого кусать. But the children realized that he wouldn't bite, so they were throwing stones at him. Но если дети, дети, как только они поняли, что змея, она не будет кусаться, то они начнут просто бить его камнями, бросать в нее камни. So Narada Muni told him, I told you not to bite, but you can show your hood. И поэтому Нарада Муни ответил на это возражение змеи, что я тебе сказал, что кусать нельзя, но по крайней мере капюшон раздувай. Пугай. So the point is that intelligence is higher than the mind. Но смысл в том, что разум, он выше, чем ум. So we have to sometimes step back and just allow the mind to do something, but neglect it.
И иногда нам нужно немножко отстраниться от ума, позволить ему что-то делать, но в то же самое время пренебрегать им, как бы так вот. Like you take a small child through the store, and he'll say, "Mommy, I want this. Mommy, I want this. Mommy." So you just have to go on with your business and neglect the child. Как иногда, когда есть маленький ребенок, и он начинает вам кричать: «Мама, я хочу вот это», но у нас есть свое дело, и мы должны просто делать свои дела и не обращать внимания на ребенка. This is one way of controlling it, is just neglect it. Это один из способов того, как можно контролировать ум, просто пренебрегать им. Then when the mind realizes I'm not going to get what I want, then it becomes more subdued. И когда ум поймет то, что он не получит то, что ему хочется, он тогда станет более покорным. That's how they tame wild animals like lion. Именно так они укрощают диких зверей, таких как львов. They don't feed them. Они их просто не кормят. Then they get very weak. И тогда они становятся очень слабые. Then they give some food, and then the lion thinks, "Oh, this person is saving my life." И тогда ему дают немножко пищи, и лев начинает понимать, что вот этот человек, он спасает мне жизнь. Then he has a whip. И также есть плетка. So in this way, gradually the lion gets tamed. И постепенно вот льва укрощают. By feeding and by scaring. Тем, что его кормят и его пугают. So we can't feed our mind. Мы не можем питать наш ум. As soon as we indulge it, then it gets stronger. Как только мы даем ему поблажку, он сразу становится сильнее. We have to take a vow. Нам нужно принять обет. From now on, I'm not going to follow the inclination of my mind. С этого момента я больше не буду следовать побуждениям моему ума. I'm going to analyze this as really favorable for my devotional service. Я буду анализировать, вот, действительно ли это благоприятно для моего преданного служения, то, что он мне If говорит. it's not, I'm going to reject it. Если это не благоприятно, я это отвергну. If it's favorable, then I can accept. Если это благоприятно, то я могу это So we принять. use our mind in Krishna consciousness. Итак, мы используем наш ум в сознании But Кришны. intelligence has to decide, is this favorable for your Krishna consciousness or unfavorable? Но разум должен определять, благоприятно ли это для сознания Кришны или нет. Okay, I think it's late now, 9 o'clock. We'll Я stop. думаю, что сейчас уже поздно, 9 часов, мы на этом остановимся. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.